Приветствую вас на канале G3. В связи с последними новостями про массовую гибель и деградацию топовых процессоров Intel 13 и 14 поколения с индексом K, а именно i9 13900, 14900, в меньшей степени 13700 и 14700, решил записать видеогайд, чтобы избежать проблем с эксплуатацией процессоров Intel. На эту тему куча новостей с разных ресурсов. Кто-то говорит проблема в высокой частоте, кто-то винит частоту кольцевой шины, высокие лимиты или работу турбобуста. Правда, пока без какой-либо конкретики, большинство источников просто перерепостывают новость для хайпа. Intel, в свою очередь, по данному факту пока никак не отреагировала, кроме рекомендации производителя материнских плат внести изменения в прошивку BIOS и введением интеловского базового профиля. Как обладатель процессоров 13 и 14 поколения скажу, проблемы есть. Высокий вольтаж, большая мощность потребления, требуется достаточно мощная система охлаждения, но в основном, заметьте, проблема с процессорами именно с индексом K. Но все это можно оптимизировать настройками в BIOS для безопасного использования всей линейки процессоров Intel. Дальше нам понадобится несколько программ установить, чтобы контролировать, мониторить и настраивать работоспособность нашего процессора. Для этого нам необходимо КПУ-Z, чтобы мониторить напряжение частоты, HV-Info 64, чтобы смотреть температуры, мощность, подаваемое напряжение. Для легких нагрузок на память AIDA 64 и проверки стабильности системы. Ну и самое главное, нам понадобится Cinebench 23, так как с помощью него мы будем подбирать правильный вольтаж для нашего процессора. Дальше я буду снимать видео на телефон, так что не обессудьте за качество видео и звука. Поехали. Итак, запись телефона пошла. Перезагружаем компьютер. И нам первым-наперво необходимо сбросить BIOS до стокового состояния. Клавиша F5, ну либо вручную загрузить настройки по умолчанию. Нажимаем клавишу Del, либо F2, чтобы попасть в рабочую среду BIOS. F5, F10 сохранить и выйти. Ну и давайте посмотрим, как ведет себя процессор с настройками материнской платы по умолчанию. Запускаем HV-Info 64. Запускаем Cinebench. Здесь нам необходимо следить за 4 параметрами. Это core и вид, потребляемая мощность, напряжение в коре, ну и температура. Ну и давайте запустим один прогон теста, чтобы посмотреть, как ведет себя процессор в дефолте. Как мы можем наблюдать, мы моментально имеем тротлинг 100 градусов, напряжение в коре 1.39 почти, вид 1.45, потребляемая мощность 320 Вт. Конечно же, эксплуатировать процессор с такими настройками не рекомендуется. Это приведет к дальнейшему деградации. Поэтому мы приступим к настройке и установке лимитов согласно завода-производителя Intel. Для этого снова перезагружаемся и заходим в BIOS. Итак, давайте же посмотрим, что установила наша материнская плата по умолчанию, что у нас были такие высокие температуры и такая потребляемая мощность. Для этого заходим в пункт Integral CPU Power Management. И что мы видим, что по умолчанию у нас стоит ток силой 511 ампер. Это очень много, сама Intel рекомендует устанавливать это значение 307 ампер, либо 400 ампер в режиме экстремальной нагрузки. Лимит PL1 у нас стоит 253 вольта,
ватта. Лимит PL2 у нас вообще отключен, поэтому мы на выходе имели больше 320 Вт потребляемой мощности. Поэтому мы сейчас будем устанавливать заводские лимиты согласно рекомендации Intel. Для начала можете выбрать установить XMP профиль своей памяти, чтобы потом не настраивать очередной раз. И нас интересует подпункт Asus MSE. У других производителей он называется по-другому. Надо настраивать. По умолчанию у нас стоит оптимизированный BIOS. Чтобы включить заводские лимиты Intel, мы устанавливаем пункт Disable Enforce All Limits и приступаем к настройке лимитов согласно спецификации. Таблица спецификации появится у вас на экране. Заходим сюда и меняем согласно нашей табличке. Устанавливаем здесь 400 ампер максимальный ток, PL1 253, PL2 253. После чего заходим в подпункт Thermal VOC Boost и включаем опцию TVB Voltage Optimization в положении Enable. Оно немного снижит подаваемое на процессор напряжение, когда низкие температуры. Так, лимиты мы установили. Нажимаем F10, применить и заходим в Windows, посмотрим. Запускаем HUI Info 64. Запускаем наш SandBench. Ну и смотрим, видим, что лимит PL1, PL2 у нас 253 Вт. Заводские ограничения по мощности установлены. Единственное, что у нас осталось в авто, это вольтаж. Ну давайте запустим один прогон с такими настройками, посмотрим, как себя поведет процессор. Как видим, у нас присутствует в моментах тротлинг пакета, максимальная температура 86 градусов, вольтажи у нас не поменялись, но мы существенно потеряли в производительности. Если при настройках по умолчанию у нас было 39 с копейками пунктов, то сейчас 37 500. Для этого мы сейчас приступим к более тонкой настройке процессора. Снова перезагружаемся и заходим в BIOS. Наша цель тут настройка процессора таким образом, чтобы на стандартных частотах с минимальным возможным энергопотреблением получить минимально необходимая температура для его работы. Есть несколько способов, как понизить вольтаж процессора. Первый, это самый старый, самый древний. Это ручной способ. Либо мы можем offset, там где кривая, будет использовать смещение по всему диапазону частот. Также есть адаптивный метод понижения вольтажа. Он более гибкий, более настраиваемый, но мы будем использовать совершенно другой метод, лучший, по моему мнению, для андервольтинга процессоров 13-14 поколения. Это калибровкой линии нагрузок. Для этого нам необходимо зайти в подпункт DigiVR
И нас интересует пункт Load Line Calibration. По умолчанию он у нас стоит в авто, показывает 3 уровень. У Asus он бывает 8 уровень, то есть уровень 1 это максимальный ведроп, уровень 8 минимальный ведроп. У MSI, например, наоборот. Так что будьте внимательны при настройке этого параметра. Там, смотрите мануал по материнской плате, но мы же на Asus будем использовать золотую середину. Учитывая тот момент, что у меня динамически разгоняются 2 ядра до 6 ГГц, я предпочитаю LCC 4. Установили 4 уровень калибровки. Что оно нам дает? LCC это калибровка линии нагрузки, которая уменьшает просадку напряжения проца. Поэтому мы его изменяем. Сейчас будем тонко настраивать. Далее находим параметр, который нас интересует. Заходим в то же меню Integral CPU Power Management, где мы меняли лимиты. И нас интересует два вот этих ключевых параметра. AC Load Line и DC Load Line. Что они означают? AC Load Line компенсирует потери напряжения из-за сопротивления линии нагрузки. Это очень тонкий параметр, его нам необходимо будет подбирать. DC Load Line – это параметр, который сообщает центральному процессору сопротивление линии VRM. Есть таблица импеданса для материнских плат Asus. Сейчас ее вы увидите на экране. Учитывая то, что мы выбрали 4 уровень калибровки, я устанавливаю 0.98 согласно таблице. Допустим, если вы выбрали 3 уровень калибровки, то вы уставляете сопротивление 1,1 миллиом. Этот параметр может потребовать корректировки как в большую сторону, так и в меньшую сторону с допуском 5%. Для чего? Наша цель – получить мощность VRM максимально идентичную мощности ЦП, а вид должен быть максимально идентичный напряжению V-Core. Дальше параметр ACLL. Вот это вот самый сложный и самый долгий процесс настройки нашего процессора. Большинству процессоров для работы под нагрузкой требуется минимальное напряжение около 1.13 вольт до 1.18 вольт. Поэтому параметр ACLL нам позволяет снизить напряжение, подаваемое на процессор. Для начала рекомендую вам начать с 0.4. Устанавливаете 0.4, запускаете, сохраняйте, запускайте Cinebench, проходите его, все отлично, возвращаетесь обратно в BIOS и меняйте на 3 милливольта меньше, 0.37 допустим. Установили 0.37, опять заходите, запускаете Cinebench, прошли тест, все отлично, возвращаемся снова в BIOS и устанавливаем еще меньше. Наша цель найти минимальное напряжение, подаваемое на процессор в режиме нагрузки. Установили 0.34, запускаете Cinebench, проходите, все нормально, уменьшаете его дальше. Я, допустим, знаю, что мой процессор спокойно запускается на 0.12. На 0.12 он запускается, проходит тест, 0.11 уже Cinebench проходить тест не хочет. Поэтому у меня есть критическая точка 0.12. Я с небольшим запасом добавляю 0.3 милливольта. И у меня получается цифра 0.15. Это я к чему? Самое главное это параметр AC Load Line. Его необходимо уменьшить до минимума. Вот допустим вы дошли до точки 0.2, запустили Cinebench, все прошли, все отлично, продолжайте уменьшать дальше. Ставите 0.19, допустим, запускайте Cinebench, у вас ошибка. Все, значит вы дошли до своего предела. Поэтому возвращайтесь к своим 0.20 и добавляете 0.3 милливольта. И у вас получится 0.23. То есть с небольшим запасом, чтобы потом у вас там не было ни вылетов и питания у процессора хватало для всех задач. То есть еще раз повторяюсь, нам необходимо найти минимальный ACLL. У вас это может быть 0.25, может быть 0.30. Все зависит от кремния, от качества вашего процессора. Так как у меня 0.12 минимальная цифра, которую я нашел
для минимального подаваемого напряжения с небольшим запасом я ставлю 0,15. Повторяюсь, у вас это может быть 0,25, 0,22, но обычно все процессоры 13-14 поколения параметр ACLL в пределах от 0,2 до 0,3. То есть вот этих пределах сразу можете петлять. Самое главное найти минимально допустимый, немножко его увеличить. Так, все мы установили, нажимаем F10. Ну и после того, как мы подобрали нужный уровень калибровки, правильной настройки параметров ACLL и DCLL, нашли минимально возможное напряжение, давайте зайдем, посмотрим, что у нас получилось на выходе. Запускаем, давайте, наш Cinebench. HV Info 64. Что мы уже можем лицезреть? Максимальный вид у нас 1.31, лимиты 253, максимальные выкоры 1.288. То есть уже видим, что у нас существенно упало напряжение питания процессора. Давайте запустим один проход теста и посмотрим, сколько баллов мы наберем. И мы получаем 40 207 единиц очков. Это намного лучше, чем с зажатыми лимитами, где у нас было 37 тысяч, а также намного лучше со всеми настройками по умолчанию. При этом максимальный вид нашего процессора составляет 1.326, максимальное напряжение так и осталось 1.288. Самое горячее ядро у нас прогрелось до 86 градусов при полной нагрузке. С такими настройками можно эксплуатировать процессор и не бояться ни о какой деградации. Ну и в заключение, после проделанных манипуляций, нам необходимо протестировать наш процессор на работоспособность, посмотреть, чтобы не было вылетов. Для этого мы можем запустить тот же Cinebench. 30 минут для этого вполне достаточно. Запустить минут на 20 AIDU 64 тест стабильности с галочкой стресс КПУ, стресс ФПУ, стресс кэш. Если проблем не будет, то можете эксплуатировать и не беспокоиться. В случае, если у вас в Cinebench все-таки случатся вылеты, просто зайдите в BIOS и немного увеличьте параметр ACLL. Гонять синтетику много не рекомендую, так как такую нагрузку, которую создают синтетические тесты, вы в реальном использовании вряд ли где будете применять, ну разве что при рендеринге видео. Ну, и если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, прожимайте лукасы и пишите комментарии, как вам удалось обуздать ваш процессор Intel. Всем пока!